Всем привет и добро пожаловать на канал. Сегодня у нас простая распаковка FPV дрона GPRC Cinebot 30. У меня модель с DJI O3 юнитом и базовым PNP приемником. Так как я планирую летать, использую обычный DJI FPV контроллер 2. Давайте посмотрим, что внутри. Как мы видим, внутри коробки сам дрон и дополнительные материалы. И так как этот дрон присылается из Китая, мы можем видеть, что он со всех сторон обложен поролоном. Довольно-таки мягкий и упругий. В принципе, неплохо. В комплекте идет много макулатуры. Часть из них полезная, часть бесполезная. А также дополнительные шурупы, наклейки и другие нужные штуки. Так как этот дрон с DJI O3 юнитом, у нас в комплекте стандартная бумага, идущая с этим юнитом. Здесь вся информация о нем на разных языках. Также нужно обратить внимание на вот этот комплект, так как его вам следует сохранить, и возможно он вам не один раз понадобится. Здесь мы имеем полную схему полетного контроллера, которая вам очень сильно понадобится, если вы захотите что-то изменить в вашем дроне. Заменить приемник, добавить GPS или просто отремонтировать. На данной бумаге вы сможете найти всю информацию о том, куда припаивать, каким образом и за что какие контакты отвечают. Также, как я говорил, немного стикеров разных цветов. Вторая важная бумага – это общий мануал по дрону. Здесь базовая информация с описанием того, как он может законнектиться к разным приемникам, с разными полетными модулями и в целом, как его настроить. Далее у нас пачка полезных вещей, в которой мы найдем шнурок для подключения дрона к компьютеру, переходничок для Naked GoPro, еще немного запасных шурупчиков и шестигранники. Также есть прокладка для крепления GoPro и напечатанная на 3D принтере держалочка для антенны. Это в случае того, если вам нужно будет использовать данный дрон с другими контроллерами и припаивать другую антенну сюда. Также немного мерча, в качестве этого у нас брелок и запасной ремешок для батареи, тоже с надписью GPRC. Ну и самое последнее, это сет запасных проб. Данный сет из поликарбоната марки HQ Prop. Сам дрон довольно-таки плотно упакован в пленку, что круто, так как если даже ваша посылка намокнет, то ваш дрон уцелеет. В целом о дроне. Данный дрон построен на карбоновой раме с диагональным размером 30 см, отсюда и название. Толщина данной рамы 3 мм. Общие габариты 18 на 18 см. Тип расположения моторов толкающий, то есть моторы направлены вниз. Также защита пропеллеров оснащена дополнительной LED-подсветкой с возможностью ее отключения. Сзади мы видим разъем батареи и антенну от DJI O3 юнита. Для управления наклоном камеры вам достаточно открутить болты сбоку камеры, выставить правильный угол и опять их закрутить. Также он неплохо разработан для удобной и быстрой замены деталей. Для этого вам всего лишь нужно открутить снизу 6 болтов, и вы можете добраться напрямую до полетного контроллера и до O3 юнита. Также подвес для установки экшн камеры получил специально разработанную амортизирующую систему, обеспечивающую полное отсутствие высокочастотных колебаний и эффекта желе. С правой стороны от дрона мы можем видеть USB-C разъем для подключения к O3 юниту. Через него вы можете его обновлять и скачивать с него информацию. Главный минус в том, что под этим разъемом находится слот для SD-карты, к которому не подобраться без открытия дрона. Проще говоря, вам придется его раскрутить, вставить карту, закрутить обратно и забыть про эту карту. Скачивание любой информации будет делаться через этот разъем. Но не забывайте, что также у вас есть 20 гигабайт встроенной памяти на самом O3 юните. С другой стороны дрона будет находиться разъем для подключения дрона к компьютеру, а именно к Betaflight конфигуратору. У меня версия на 6S, и производитель для него рекомендует использовать аккумуляторы емкостью 1100 мАч. Я себе приобрел два таких аккумулятора, они на 1150 мАч, но это вполне нормально. Такого аккумулятора по описанию производителя должно хватить на 12 минут полета. И так как видео выходит с запозданием, я уже потестировал и хочу сказать, что его спокойно хватает на 10-11 минут полета. Аккумулятор тоже очень хорошо запакован, в коробочке есть поролончик,
макулатура к этому аккумулятору и пупырчатая пленка, в которую он же упакован. Разъем на батарее XT60 и второй разъем, который подключается в специальный слот на заряднике. Давайте попробуем подключить. Вот так дрон выглядит в запитанном виде. Подсветку можно отключать при желании. Для этого нужно будет через Betaflight настроить отключение на специальную кнопку. Шнурок в базовой комплектации позволяет батарею крепить в перпендикулярном положении. Но при желании вы можете раскрутить дрон и затянуть его таким образом, чтобы батарею можно было ставить параллельно. Рама нам позволяет это сделать. А нужно вам это будет, если вы, например, захотите поставить GoPro спереди на дрон, и оно будет довольно-таки сильно перевешивать вперед. Таким образом вы сможете сместить вес батареи более назад. И так как здесь установлен O3 Unit, я не стал заказывать ND-фильтры, так как думал, что подойдут мои стандартные с DJI ваты. Но не тут-то было. Камерный модуль установлен в дроне таким образом, что рамки, которые защищают и ограничивают камеру, выдвинуты настолько вперед, что ND-фильтр просто не становится сюда. Но в то же время GPRC выпускает свои ND-фильтры, которые и дешевле, и сделаны специально для того, чтобы можно было их крепить не горизонтально, а вертикально. И что-то мне подсказывает, что конструкторы специально сделали такое крепление камеры, чтобы покупали их фирменные ND-фильтры. Ну и последнее, что осталось сделать, это сравним данный дрон с DJI Avata. По сути, как мы видим, размеры практически идентичны. Cinebot немного меньше, немного тоньше и совсем немного легче. Вот, на этом я распаковку закончу. В дальнейшем я планирую снять видео о том, как сделать первую настройку через Betaflight, где могу рассказать в принципе базу, а также на примере, как настроить DJI Controller 2, чтобы он прекрасно работал с данным дроном, да и любым дроном не компании DJI. Если интересуют какие-то конкретные вопросы, напишите об этом в комментарии. Я учту это и добавлю в следующее видео. А на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем спасибо, пока.